Добрый день. Сегодня я хочу рассказать о своем способе придания формы истрепавшимся старым кистям и как придать форму кистям новым, форма которых вас не устраивает. Способы, широко описанные на YouTube и в интернете, годятся только отчасти. Обертывание бумажками после работы, окунание в мыло и даже проливка кипятком дают слабый и временный эффект. Тут нужны меры более радикальные, точнее более высокой температуры закалки щетины, как натуральной, так и синтетической. К примеру, берем вот эти истрепавшиеся старые кисти, которые, казалось бы, пора выбросить. Они топорщатся, кончики щетинок начали кучерявиться. Это синтетика. Хорошенько обмакиваем кисть в любую густую масляную краску, снимаем ее излишки и придаем нужную форму пальцами. Теперь ее нужно разогреть, чтобы ворсинки синтетической щетины надолго запомнили свою новую форму. Температура здесь нужна от 150 градусов. Можно и больше, зависит от типа кисти. Синтетика у кистей бывает разной, подход к каждой и температура формовки может быть индивидуальной. В качестве источника температуры я использую свой старый строительный фен. С помощью термометра для духовки и линейки я вычислил расстояние от сопла фена до того места, где температура держится на 150 градусов. Это около 8 сантиметров при режиме фена, включенного на 350 градусов. У кого нет такого термометра, можно определить температуру приблизительно, поднеся обычный тонкий полиэтиленовый пакет. При 150 градусов он должен хорошенько свернуться, но не плавиться. Разумеется, в качестве источника тепла можно использовать как электрическую, так и газовую плиты, духовой шкаф. Кладем кисти под горячий поток воздуха на несколько минут. 2-3 минут для нежной синтетики, думаю, достаточно. Масло очень быстро прогревает ворс кисти, которая надолго запоминает приданную ей форму. Даем кисти спокойно остыть, пробуем. Теперь кисть прекрасно держит свою новую форму. Иногда такая кисть начинает писать лучше новой. Подобным образом можно придать форму и моим цветочным кистям, если те немного растрепались. Пучок перестал держать форму, а лопатка кисти раскрывается в работе как бы расческой. Вот этой кисти около года. Она немного стала разваливаться, ее нужно отформатировать заново. Промочив в краске и придав форму, прогреваем 5-10 минут при 150. Теперь эта кисть прослужит еще очень долго и напишет еще множество цветов. Что касается натуральной щетины. Масляная краска вряд ли сможет придать ей форму, точнее удержать щетинки в форме. И тут нужно обертывание бумагой, фольгой или еще чем-то. Достаточно удобно обертывать пучок кисти малярным скотчем. Заворачиваем, придаем форму и прогреваем. Температура здесь нужна около 150 градусов. Можно и чуть больше, зависит от типа щетины. К примеру, женщины смело завивают свои кудри плойками, разогретыми чуть ли не до 200 градусов Цельсия. В случае со щетиной времени на формовку нужно несколько больше, от 5 минут. После даем кисточке спокойно остыть. Жесткая щетина теперь очень хорошо запоминает свою форму, по крайней мере, если не практиковать штриховку против шерсти, чего не переносит ни одна кисть. Аналогичным образом можно работать с недорогими новыми кистями. В продаже существует множество нехудожественных дешевых кисточек, пучок которых плохо собран, а щетина плохо или вообще не закалена. Такая кисть изначально сильно топорщится, оставляет несобранный след, щетина изнашивается быстро и неравномерно. В этом случае нужно не только придание формы кистям, но и закалка их щетины. Длительное закаливание натуральной щетины, около часа при 140-150 градусов, делает ворс кисти упругим, эластичным и более износостойким. Для такой процедуры скорее удобен духовой шкаф.
Придаем форму кисточкам с помощью бумаги или малярного скотча и загружаем партию в духовку. Тут главное следить за температурой и не пережечь щетину, иначе она станет ломкой. После закалки можно дополнительно придать форму пучка кисти с помощью точильного камня или новой наждачной бумаги. Писать такие кисти после этого начинают совсем по-другому. Сейчас же я изготовил для себя вот такую съемную компактную насадку на фен. Можно прямо во время рисования оперативно подправить кисть или же придать необходимую форму, что очень удобно. Вот. Ну а на сегодня все. Успехов в творчестве. Удачи!